Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я связала вот такой образец со смещенным регланом сверху и горловину оформляла вот в таком виде, прилегающей треугольной горловиной. А остальная часть вязания пойдут точно так же, как мы вяжем смещенный реглан. Еще смещенный реглан, некоторые из нас называем реглан чайка, кто-то называет японка, еще мексиканская сель. И здесь, вы знаете, в смещенном реглане кокетка получается в такой треугольной форме. Мне этот вид реглан очень нравится, друзья. Но я люблю, когда у меня горловина прилегающая. И особенно люблю треугольную форму. Поэтому я сама тоже вот этот технический вариант вязала первый раз, разработала, друзья. И я хотела поделиться этим техническими моментами с вами. И объясню и теоретически, и покажу на практике. Если кому-то понадобится и понравится, я буду очень рада. Насчет размера, друзья. Вот эта горловина пойдет все наши размеры. Кто любит, кто хочет прилегающую треугольную горловину, пойдет на все размеры. Размер вы будете корректировать, смотря длину вашу кокетку. Еще, друзья, когда я закончу эту кофточку, я обязательно сделаю обзор и сделаю отдельное видео для вас. Друзья, в смещенном реглане горловина получается свободно сам по себе вот такой форме. И здесь со стороны спинки вяжется росток, и форма горловины по переду получается слегка треугольной и шире в области плечи. И схема вязания тоже выглядит вот таким образом. Вот здесь видно наши регланные линии, которые делят полотно ровно на 4 части. И здесь видим форму горловины. Вот здесь перед, а это спинная сторона, а эти области плечи. И регланные линии тоже проходят в центре спинки, в центре переда и по проекции плечевой части. И здесь еще показано, мы только на спинке свяжем росток, и с этим мы поднимаем спинной часть горловины. Конечно, связать смещенный реглан с такой горловиной более проще, друзья. А теперь мы будем вязать немножко сложноватую форму горловины, в которой у нас горловина получается треугольная, прилегающая. И эту горловину мы будем совмещать именно со смещенным регланом. Когда схему вязания посмотрите, друзья, здесь вот так изображается. И вот здесь вот видите, здесь тоже сохраняется четыреугольность нашего смещенного реглана. Здесь тоже вот сохраняются регланные линии, которые проходят в центре спинки, в центре переда и по проекции плечи.
Только здесь мы будем оформлять горловину немножко по-другому, и с этим мы получим треугольную форму горловины. А дальше вязание кокетку осуществляется точно так же, как на первом случае. И здесь штрихом показано росток, чтобы получить треугольную форму горловины. Еще вернемся к этой схеме, и попозже я вам объясню. Это схема, друзья, схема горловины. Вот видите, здесь обозначается, что для горловины мы набираем 116 петель, и это означает длина горловины 56 сантиметров. Горловина у нас должна получаться прилегающей, поэтому мы здесь учтем размеры головы, чтобы голова у нас проходила спокойно через эту горловину. И вязание горловины мы начнем со спицы 2,5. По ходу вязания 2-3 ряда связали, поменяем спицу на 3, опять 2-3 ряда связали, поменяем на 3,5. Я всегда горловину оформляю вот таким образом. Краешек горловины я начинаю более маленькими спицами, потому что края вязаные вещи очень склонны к растягиванию. Чтобы дольше держала свою форму, я вот так начинаю с маленькими спицами. И плотность вязания тоже будете рассчитывать на эту спицу 2,5. Набор петель сделаем обычным простым способом. Когда набираем петли, набираем одну петлю больше, всего набираем 117 петель. И когда здесь свяжем круг вязания, мы 2 петли, первую и последнюю петлю свяжем вместе, и с этим нам очень красиво получится область, с которой мы связали круг. И потом наша горловина пойдет вязание по кругу. Вот провязали 58 петель. Теперь у нас 59 петля будет лицевая петля. И эта петля будет у нас центральная петля переда. И эту петлю мы отделяем такой бордовой маркировкой. Теперь, друзья, на этом ряду это у нас является, я считаю, первый ряд. Я всегда не считаю ряд набора петель. И поэтому этот ряд
у меня будет первый ряд. И на этом же ряду мы начинаем оформлять треугольную форму горловины. Для этого до маркировки берем накид. После маркировки центральная петля, провяжем лицевой петлей и опять берем накид. И следующая петля, резинка у нас начнется с изнаночной петлей. И так продолжим вязать нашу резинку до конца ряда. Вот, друзья, на втором ряду мы в центре. И как мы вяжем эти накиды? Ориентируемся на последнюю петлю. Друзья, вот здесь у нас изнаночная петля. Значит, эту петлю мы провяжем лицевой петлей. Только вяжем скрещенную, чтобы здесь не было дырочка. Для этого возьмем левую стенку и провяжем за левую стенку лицевой петлей. После маркировки центральная петля у нас лицевая, вяжем лицевой петлей. И эту петлю то же самое вяжем лицевой скрещенной петлей. Возьмем левую стенку и провяжем скрещенной. Теперь продолжим опять вязать нашу резиночку. Изнаночная, лицевая. На третьем ряду, когда дойдем опять к центру, опять то же самое мы берем 2 накида возле центральной линии. И на четвертом ряду эти накиды мы провяжем теперь изнаночными скрещенными петлями. Вот таким образом, друзья, опять на следующем ряду мы добавляем накиды. И на следующем ряду это накиды теперь мы провяжем лицевыми скрещенными. Вот таким образом, друзья, здесь мы через ряд добавляем накиды и всего добавим по 6 петель. И тогда у нас и горловина будет готова. Вяжите сами самостоятельно. Когда закончим горловину, мы с вами увидимся. Вот, друзья, закончили горловину. Связали 12 рядов, когда не включаем ряд набора. И я думаю, эта ширина нам достаточно. И здесь в центре по переду оформили треугольную форму горловины. Конечно, здесь сейчас не видно, но потом видно будет, как здесь образовалась красивая треугольная форма горловины. Друзья, насчет этого у меня есть отдельное видео на канале, мастер-класс вязания треугольной горловины. И там на практике подробно показано. Можете там посмотреть. Мы, чтобы образовать треугольную форму горловину, вот это место мы добавили с этой стороны 6 петель и с этой стороны 6 петель. И всего теперь у нас петля в горловине стала 128 петель. И здесь, друзья, я хочу вам отметить одно нюанс, друзья. Когда вы здесь оформляете треугольную форму горловины, здесь обязательно добавьте количество петель в четном количестве. 6, 4, 8. Если вы добавите в нечетном количестве, вот эта треугольная форма у вас вот здесь получится расплывчатый, не имеет такого ясного контура, и вы потом будете не удовлетворены, чтобы здесь у вас треугольная форма не очень красиво получилась. А когда вы добавляете в четном количестве, друзья, это контур у вас будет четко видно и получится красивая треугольная форма. Если вы вяжете горловину с другой вязкой, например, платочной вязкой или с другими узорами, тогда этого можете и не обращать внимания. Вот, друзья, мы закончили горловину, и теперь в горловине 128 петель. Теперь, друзья, эти петли мы будем разделять
на части кофточки и будем определить петли для реглана, и их будем отмечать с маркировками. В первую очередь, друзья, мы эти петли будем разделять на спинную часть и на переднюю часть. Для этого 128 делим на 3. Закругленно берем, получится 43 петель. И одна часть из 3 частей будет петли спинки, а 2 части будет петли переда. Для этого от 128 отнимаем 43. Получится 85 петель. Значит, 85 петель у нас будет передняя часть. Вот здесь у нас линия для плечи с обеих сторон. Эти линии делят петли горловины на 2 части. Из 43 петель одна петля будет центральная петля спинки. Это является именно регланная линия спинки. И это одна петля. Оставшие 42 петли, когда мы делим на 2 ровные части, будет по 21 петель. С этой стороны 21 петель и с этой стороны 21 петель. От 85 петель по одной петле отделяем для регланной линии в области плечи с обеих сторон. Здесь остается 83 петель. От 83 петель одна петля будет центральная петля для переда. И оставшиеся 82 петли делим на ровные 2 части. Значит, будет в правой стороне 41 петель и левой стороне 41 петель. И вот мы сейчас отделили петли, чтобы определить наши петли для регланной линии, друзья. Мы находимся вот в начале ряда, друзья. И здесь ставим черную маркировку. И с этим отделяем нашу регланную петлю спинка. Потом мы посчитаем 21 петель и ставим маркировку. И будем отделять регланную петлю правой плечи. Идем дальше. Посчитаем 41 петель и ставим маркировку красную. А здесь мы ставим белую маркировку, красную маркировку. Потом одна петля у нас будет центральная регланная петля переда. И потом посчитаем 41 петель, ставим голубую маркировку. И после этой голубой маркировки одна петля у нас будет центральная петля левого рукава. И дальше останется 21 петель. И когда начинаем поставить маркировки и посчитать петли, друзья, все эти петли будем связать лицевыми петлями. И дойдем до регланной линии левого рукава. И сейчас мы находимся вот здесь.